Друзья, всем привет! Сегодня мы приготовим с вами вот такую яркую закуску, назовем ее светофор. Тут у меня 3 вида перца, как раз под светофор. Так вот, закуска перец с кунжутом. Очень вкусно, очень просто, полезно. Ну что, давайте скорее готовить. Для приготовления перца с кунжутом нам понадобится 7 штук болгарских перцев, больших, красивых, главное, чтобы они были разноцветные, 3 зубчика чеснока, 10 граммов кунжута и 30 миллилитров кунжутного масла и соль по вкусу. Делаю для перцев такую постель. Чтоб сок не вытекал, иначе потом мыть. Никто не любит, наверное, мыть противня. Так, выкладываю так, перцы. Оп. И отправляю перцы в духовку под гриль на 200 градусов до готовности. Это занимает иногда 20-30 минут. Я периодически их вот так буду переворачивать. Перцы подрумянились, периодически их переворачиваю до аничек. Есть. И снова в духовку. Отлично, перцы хорошо запеклись. Они у нас получаются такие прям с дымком, как с костра. Берем пакеты, перцы, отправляем в пакет. Завязываем, убираем в сторону до полного остывания практически перцев. Так лучше отойдет кожура и легче будет чистить. Так, перцы остыли. Теперь смотрите, как чудесно отходит кожура. Очищаем перцы от кожуры и семян. Так, достаю аккуратненько вот так хвостик вместе с семечками. Первый готов. Промывать перцы не нужно, постарайтесь очистить без использование воды, иначе вы смоете весь сок, который есть вот на перце, в перце. Вот, есть. Отлично. Следующий. Перцы готовы. Беру перец и нарезаю такими тонкими полосками. Вот такие красивые перцы получились. Пока отставляем их в сторону, а водичка, которая была под ними, на основе этой водички мы сейчас приготовим с вами заправку, поэтому не выливайте. Тут у меня было намного больше воды, но я оставила буквально, наверное, миллилитров 40-50 максимум. Итак, делаем заправку. Наша водичка от перцев, здесь приблизительно 50 миллилитров. Кунжутное масло сюда же. 3 зубчика чеснока, соль. Соль точно не скажу сколько, но приблизительно ориентируемся изначально буквально на 1/4 чайной ложки, ну так совсем немного, перемешаем и только потом, уже заправив перцы, можно будет их в конце доводить до вкуса, чтобы не пересолить. Перемешиваем. Выливаем заправку на перцы, перемешиваем, чтобы заправка обволакивала каждый кусочек. Теперь попробуйте по соли, если нужно, то добавьте. Я попробовала кусочек перца
нужно таки немножко добавить соли. И отправляю в холодильник на 2-3 часа, чтобы перцы промариновались. Перцы постояли в холодильнике несколько часов, пропитались маринадом, и я предлагаю, у меня есть два варианта, как вообще можно подать это блюдо. Первый вариант – переложить его в таком виде в маленький салатник и подавать в виде такого салата, при этом посыпать обжаренным кунжутом. И второй вариант – на подсушенной вот такой чиабатте. Я предлагаю сделать сейчас второй вариант на подсушенной чиабатте. Так вот, здесь у нас очень много сока. Если мы выложим все это на чиабатту, оно очень быстро размокнет. Будет такая болото такое. Поэтому перекладываем все это на ситечко. Оп, чтобы лишнее все. Оно не лишнее, очень вкусно хлебушек макать туда. Лишнее стекло. И немного обжаренного кунжута. Я обжарила его на сухой сковороде. Готово. Вот такая красота и вкуснота. Друзья, уверяю вас, вот такая закуска на любом праздничном столе займет свое достойное место, будет ярко сиять и вкусно перевариваться. Обязательно приготовьте такую закуску. Подписывайтесь на мой канал, вдохновляйтесь, давайте готовить вместе. И, кстати, не забывайте оставлять комментарий. Друзья, а больше рецептов вы найдете здесь, на моем YouTube-канале. Сладкие и соленые рецепты. В моих книгах, на моих мастер-классах и на YouTube-канале. Ой, мы же на YouTube-канале. И на моем сайте. Вот, ну, в общем, не забудьте подписаться.